А правда ли, что американская школа такая же, как в сериалах? А правда ли, что американская математика в старших классах такая же, как и у нас в 5 классе? А правда ли, что американские ученики на уроках ничего не делают? Школьный автобус — это мечта каждого подростка? Всем привет, с вами я, Луса Блинка, и сегодня я снимаю для вас новое видео. И в этом видео я расскажу вам, как устроена американская школа. О да! В американской школе я учусь уже где-то 1,5 месяца, и кое-что я заметила, некие такие различия между украинской школой и американской школой. И сегодня я вам расскажу, как устроена американская школа и чем школа в США отличается от школы в Украине. Правда ли, что американская школа такая же, как в американских сериалах для подростков или в фильмах? Господи, так необычно это говорить. Особенно первые дни, когда я ходила в школу, кажется, что ты находишься в сериале. Это было просто каким-то новым открытием. Я не могла поверить своим глазам, что то, что я видела в сериалах, в ситкомах, в фильмах, на Никелодеоне, на Диснее, я вижу это вживую и не верю, что реально такое существует. Но это только на первое время, естественно. Школа одноэтажная, что меня очень удивило. Все кабинеты выглядят абсолютно по-разному. У кого-то в кабинете, например, как в кабинете журналистики, все парты и стулья стоят вот так вот полукругом. В кабинете government парты стоят по обычному, по стандартному, то есть по двое и в рядочек вот так. В кабинете арта парты вообще стоят в разброс, кто где сел, кто куда захотел. Ну а в кабинете алгебры, что меня больше всего удивило, парты стоят не лицом к доске, а боком к доске, и мне приходится поворачивать тело и голову налево, чтобы посмотреть, что написал учитель. Ну а про атмосферу в самой школе хочу сказать, что в принципе не отличается от нашей, то есть все гудят, что-то кто-то с кем-то разговаривает. Утром, когда я прихожу в школу, у нас есть завтрак, так называемый, где ученики, которые не завтракали, либо которые хотят что-то съесть, могут взять себе что-то на выбор. А правда ли, что дети на уроках ничего не делают? Расскажу сейчас вам поподробнее. Лично у меня в моем расписании 6 уроков, которые каждый день повторяются. Каждый день у меня одни и те же предметы. Журналистика, алгебра, PE, физкультура, government, арт и digital design. Кроме уроков у нас также есть advisory, которые проходят у нас по вторник, четверг, пятница. Это как классный час, можно сказать. И второе — это кружки, так называемые clubs. Из 15 или 20 кружков выбрать один кружок, который ты будешь посещать. Это может быть кружок рисования, кружок какого-то спорта, кружок инструментальный. Короче, очень много кружков, и я выбрала кружок видеороликов. Что мы вообще делаем на уроках каждый день? Интересный вопрос. На журналистике мы обычно пишем статьи, редактируем, подбираем фотографии для школьных газет. Это очень прикольно, и я очень рада, что я все-таки в этом кружке. Недавно я сделала свою первую статью. На уроке алгебры мы занимаемся алгеброй, пишем какие-то уравнения, пишем какие-то задачи. На уроке физкультуры мы занимаемся физкультурой. Также хочу сказать, что на уроке физкультуры у нас 2 физкультуры. Первая физкультура — это обычная физическая культура, где мы делаем зарядку, потом мы делаем какие-то в игры играем, пикабол, кикбол, бейсбол, баскетбол. И вторая физкультура — это weights, спортзал, где стоят гантели, где стоят все вот эти вот штучки. Это для таких, знаете, качков, выпендрежников. Я качаюсь, я такой йоу-йоу. На уроке government, а если на нормальном языке, то урок правительства. В начале урока мы обсуждаем current events. Не помню, как это переводится. Короче, новости. Новости, которые сейчас. Мы проходим либо какие-то тесты, либо нам нужно будет что-то написать, либо просто я сижу и слушаю, что рассказывает нам учитель. На уроке арта мы обычно рисуем,
Мы можем лепить из глины. Это вот картина тоже была нарисована на арте. Вот, пожалуйста. Урок арта. В диджитал-дизайне мы в основном делаем какие-то приколюхи в фотошопе и фотоиллюстраторе. Сложно ли учиться не на родном языке? И отличается ли программа обучения в американских школах? Ну, понятно, что отличается. Понятное дело, что да. В моей ситуации я... Не сказать, что я вообще полный ноль в английском, но я тоже чего-то не понимаю. Например, большинство того, что говорят на уроках, я вообще могу не воспринимать. Но я подхожу действительно к учителям, иногда по 2 раза. Иногда я спрашиваю у своих одноклассников. Учитель спросил: вы все поняли? Я говорю: да. Но после этого вопроса я встаю, иду к учителю и говорю: can you explain me again? I don't get it. И после этого мне все понятно. Нету такого, что они прям прибегают к моменту, что нужно использовать переводчик, чтобы мне перевести, чтобы я поняла. Но могу сказать, что есть урок, который я не понимаю от слова совсем. Government. На нем я реально вроде бы зацепилась за какое-то слово, которое я знаю, и пытаюсь провести нить, чтобы понять, но после 3 непонятных мне слов я просто обрываюсь и просто ничего не понимаю. Правда ли, что американская математика в старшей школе на уровне 5 класса? С моего опыта, я человечек, да, уже прошаренный, я проходила на курсы по математике, сдала ЗНО по математике, я прошла 1-й курс института с высшей математикой, я прошла 11 классов школы с математикой, да, я была среднячком в математике, и могу сказать, что да. Я уже успела поменять свой класс алгебры на уровень выше, потому что в классе, где я была первые недели, меня удивили, так сказать. Ну и в этом классе, где я нахожусь, на самом деле нет ничего такого суперсложного, где бы я прям такая: «О май гад!». Сейчас мы проходим логарифмы, мои любимые. Не 5 класса уровень математики, но 8-го, можно так сказать. Ну, не слишком сложно. Если вы что-то соображали в математике в украинской школе, то вряд ли вам будет сложно в американской школе. Мой учитель даже сказал, что если ты хочешь, ты можешь перевестись еще на уровень выше, но тогда ты будешь уже не с учениками в кабинете, а ты будешь сидеть в библиотеке за компьютером. Я такая: сори, наверное, я останусь, пожалуй. Потому что я не хочу прям настолько отделяться от людей. Ну, приятно. На самом деле, очень приятно, что замечают. Единственное, что меня больше всего раздражает в алгебре, это то, что я не могу ответить на вопросы, которые задают классу. Я просто не могу объяснить, потому что мне не хватает словарного запаса. И вот на этом моменте реально немножечко меня бесит это. Вот. Но если вы не математик, то, в принципе, вам это и не надо. И хочу добавить, что в уборную можно выходить, не спрашивая при этом учителя, можно ли выйти. Я до сих пор к этому не привыкла. Пока не подойду к учителю, я не выйду. Я не могу, мне прям неловко становится. Правда ли, что ланч в школе происходит так, как в кино? Ланч в школе проходит у нас после 4-го урока. На ланч нам дают 30 минут. Это как большая перемена. И ланч для всех учащихся в middle school, в high school, для всех ланч бесплатный. Обычно из еды это в основном что-то в виде фастфуда, и плюс ты можешь добрать себе какие-то овощи, молоко, шоколадное молоко, какие-то фрукты. У каждого студента есть свой отдельный пин-код, ты его вбиваешь, и тебя пропускают, ты можешь кушать. Что вообще из еды? В основном это могут быть какие-нибудь наггетсы, чаще всего я их вижу. Далее, на 2-м месте по частоте это у нас сэндвичи, либо бургеры, назовем их так. И 3-е по редкости, но я считаю, это самое вообще прикольное, что там есть, это начос. О, я забыла, прикольная еще вещь, корн-доги. Что могу вам сказать? Что-то наподобие сосиски в тесте, но тесто сверху более как-то прожаренное, что ли. Многие ученики считают эту еду отвратной. Но если сравнивать с украинской столовкой в школе и с нашей, я скажу, здесь еда гораздо поприятнее, чем у нас. А ученики, которые не любят есть в столовке и у которых есть машины, они могут даже приезжать к себе домой, там обедать, либо заказывать какую-то еду из какого-то ресторана. Вообще это очень распространено.
Тут всех с детства учат ездить на машинах, и у всех они такие огромные. Это так странно, когда вот такой вот маленький худой мальчик садится в какой-то такой огромный джип или что-то типа такого, и просто уезжает домой, и я просто иду на автобус, наполненный 12-летними детьми. Школьный автобус — мечта любого подростка. Как вы могли понять, меня каждое утро и после школы забирает школьный автобус. Каждое утро в 7:25 я должна стоять на остановке. Автобус в ровно такое же время подъезжает, забирает тебя, продолжает ехать за другими детьми, и после этого, соответственно, он везет всех в школу. Школа у нас начинается в 8:25. Мои первые впечатления были просто обалденные. Это было настолько что-то новое, это было настолько что-то необычное. Меня забирает школьный автобус, лично меня. Каждый день водитель, каждый день она говорит мне доброе утро, и когда я уезжаю, каждый день она мне желает хорошего вечера, и это было настолько приятный момент, единственный приятный момент из всей поездки в автобусе. Сейчас автобус для меня вообще не удивление, бешеные дети, вечные какие-то крики, вечные какие-то недовольства. Ты просто такой сидишь и думаешь: господи, осталось еще 20 минут, осталось еще 10 остановок детей, и я выхожу. И считаешь каждую остановку. Я, кстати, один раз даже уснула в автобусе. Это был один из первых дней. Мой водитель просто такой, она называет меня Ива, она говорит: Ива, Ива. И я просто такая: о боже, где я сейчас нахожусь? Мифы про добрых школьных учителей. Не, на самом деле это не мифы, я вас обманула. Учителя в школе, как ни странно, очень добрые и позитивные, потому что они всегда интересуются тобой, они у тебя всегда спросят, как у тебя дела, может быть, ты хочешь поделиться какими-то переживаниями. Если ты что-то не понял, они могут разжевать тебе очень много раз, пока ты не поймешь, либо они просто тебе не начнут помогать с тем, что ты не понял. Если ученик шутит, они тоже могут посмеяться с этого и тоже что-то вкинуть дополнительное к этому, даже на уроке. Возможно, им все равно на то, что у тебя там происходит в жизни, но даже в этот момент тебе становится приятно. Иногда учителя приносят какие-то сладости и делятся ими с нами. Чё? И чуть не забыла рассказать про канцлера. Такой человек, который знает ответы на все ваши вопросы. Если тебе нужно домой, ты ешь канцлеру. Если ты хочешь кушать или ты пропустил ланч, то у канцлера всегда есть еда. Это как помощник дополнительный. Отношения с учениками в школе. Мое отношение. Сложно. Во-первых, я пришла в последний год, в полугодие, то есть это даже не начало года. Ученики уже знакомы 12 лет. Они общаются уже, как, не знаю, как какие-то родственники между собой, как какие-то, друзья. И у всех уже есть какие-то связи, у всех уже есть какие-то воспоминания. А я что? А я просто пришла и... Вот, я тоже могу их понять, в принципе. Сейчас объясню, как себя ведут американские школьники. Есть такая привычка или прикол такой. Они постоянно делают вид, что тебя нет. На первом уроке какая-то, допустим, девочка, с которой ты общаешься, может вообще через тебя вот так смотреть и общаться с каким-то человеком другим, не поздоровавшись, ничего. И через урок, если вы там где-то столкнетесь, они могут сказать: Hi, how are you? И вот это тоже меня раздражает, и это, конечно, не должно вас удивлять, потому что всем известно, что американцы в какой-то степени являются лицемерами. Если это неправда, пожалуйста, напишите мне в личку и оправдайте это, да. За этих моментов реально тяжело кого-то найти, потому что ты, во-первых, никому не доверяешь, как бы... Да, ты можешь улыбаться, да, ты уже делаешь так, как делают другие люди, потому что, тут так принято, наверное, так надо. Почему пыльно так? Но с другой стороны, ты понимаешь, что ты будешь общаться с ними только на вот этой вот тоненькой линии. Только small talk, только вот какие-то такие переговоры, ничего личного, никаких секретов, потому что, это такие люди, и им я не хочу ничего доверять. Ну а теперь, ребята, мы подходим к последней части этого видео. Что есть в школе, чего нет у нас
в украинской школе. Талисман. Tigers — это их талисман. Шкафчиков. На самом деле я шкафчиком не пользуюсь, я не знаю, есть ли он у меня или нет, потому что я каждый раз забываю просто спросить об этом. Я просто не вижу надобности. Краны для питьевой воды. По каждую сторону коридора у нас стоит кран для воды. Ты можешь в любой момент набрать себе либо в бутылку, либо просто попить. 5. Толерантность. В американской школе нет школьной формы. Кто-то приходит в халате, кто-то приходит в пижаме, кто-то делает какой-то очень яркий макияж, кто-то очень ярко красит голову. Также у нас есть такие люди, как неформалы, ЛГБТ-сообщество в этой школе. Ко всем относятся одинаково. Стычек между девочками и мальчиками, или просто девочками и девочками, или мальчиками и мальчиками, такого нет, как у нас. Тебя не будут высмеивать, тебя не будут бить. Следят учителя и канцлер, чтобы дети общались друг с другом нормально и адекватно. Чего не могу сказать про школу в Украине. Например, лично за свою школу. Потому что я жила в такой среде обитания, где не принято вообще не то, что что-то глобальное менять или как-то себя вести. Просто даже если ты хоть немного чем-то выделяешься, тебя могут просто загнобить за это. Меня, допустим, высмеивали в школе. Учителя делали вид, что этого не происходит, либо делали какое-то очень маленькое, короткое замечание, о котором все потом забывали и начинали снова. Следующая вещь, которой нет в украинской школе — черлидерской команды. Тут она есть, но меня не взяли. Кратко расскажу историю. В самом начале, как только я пошла в эту школу, где-то на 3-й или на 4-й день, я сразу спросила по поводу черлидерской группы и можно ли мне туда вступить. Девочка черлидерской команды сказала, что да, конечно, мы принимаем всех людей, тебя возьмут после каникул. Прошли зимние каникулы, я прихожу на 2-й день в школу и спрашиваю у нее: ну что там по черлидингу, дорогая? На что она мне говорит: ой, сори, мы должны были тебе сказать, что тебя не взяли в команду. Долго шить костюмы, долго шить вот эти все эмблемы. Немного расстроилась на самом деле, потому что еще бы, что я хотела в школе, это быть черлидершей. Но не судьба. Скорее всего, мне это и не нужно. Ну а теперь скажу, что есть у нас, но нет в американской школе. Пунктов будет намного меньше, но мне кажется, они тоже хорошие. Школьная форма. Это все равно прикольно. Это все равно отделяет нас от обычной жизни. Ну и последнее, чего нет в американской школе, это не фальшивость. Когда человек фальшивый, ты не знаешь, что от него ожидать. Ну и просто иногда становится непонятно, когда ты общаешься в американской школе. Сложно просто доверять. Вот и все. Я вам все рассказала. Может быть, не все, может быть, я что-то упустила. Как минимум, большую часть того, что происходит в школе, я вам рассказала. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Ева Лысая-Блондинка, и всем пока-пока. У меня есть Инстаграм и ТикТок, на которые вы можете подписаться. Кстати, ТикТок я сейчас удалила немножечко у себя, потому что немножечко нужно мозг растрясти. Вот, так что вы можете посмотреть старые видео в ТикТоке, посмотреть Так что вы можете посмотреть старые видео в ТикТоке и зайти на мой Инстаграм, где у меня каждый день выходят истории разные, ну и иногда даже посты. Всем пока!